Итак, наша тема о свободном времени многодетной мамы, о досуге. Наша тема не о тайм-менеджменте или заповедях успешной мамы. Наверняка вы найдете большое количество материала об этом на просторах интернета. Ну вот, наконец каникулы. Мы с успехом завершили дистанционную учебу. Сыну скоро будет 11, дочке только исполнилось 6 лет, а мы уже закончили 1 класс. А младшей исполнится скоро 4 годика. Все мамы вокруг меня жалуются на нехватку времени, хотя у многих есть дома помощница. Итак, стресс или релакс? Мы выбираем релакс. Что нам нужно в первую очередь? Нам нужна идея, план и действие. Хочу отметить тот факт, что не нужно путать досуг со способом заработка. К примеру, рукоделием вы не заработаете. Перед тем, как стать многодетной мамочкой, нужно еще с молоком своей мамы быть запрограммированной, иметь свою профессию, материальную независимость. Иначе смерть супруга, уход к другой женщине, банальная инвалидность приносит семье что? Нищету. Мы же не говорим сейчас о мужьях-миллионерах, верно? У вас его, скорее всего, не будет. У вас обычный среднестатистический муж. Но мы с вами не такие, верно? Мы знаем себе цену. Мы работаем и никому не позволим отнять наше право на хобби и иметь свое личное время. Многодетная мама должна быть красивой, ухоженной, а не измотанной бабулей в свои неполные 35-40 лет. В первую очередь научимся приоритизировать наши обязанности. Что для нас главное? Чтобы дети были накормлены и уроки были сделаны. Верно? У меня нет помощников, но у меня 7 комнат, 3 санузла, 2 двора, цветы, за которыми нужен ежедневный уход, и огород. Об этом я писала в своем рум-туре, и вы видели его в прошлом видео. Ну а если не видели, то ссылка в описании. Уборка может быть бесконечной и занимать 24 часа в сутки. Вы считаете это правильным? Конечно же нет. Безусловно, поддерживать чистоту ежедневно необходимо, но без фанатизма. Потому я и смогла уделить время для 3 каналов на YouTube, мое любимое хобби. И у вас оно должно быть обязательно. Я оцениваю свои увлечения по 10-бальной системе. Это мне помогает для определения своего уровня и над чем придется или не придется поработать. К примеру, кулинария. Приготовить то, что раньше для меня было невозможно. Это было одним из моих первых увлечений. Да, не удивляйтесь. Кулинария – это такое же искусство, как и любое другое, и мне удалось на 8 баллов из 10. Изготовление игрушек вызвало огромный восторг со стороны всех окружающих. С помощью этого увлечения вы также можете привлечь детей и делать вместе с ними. Тоже 8 баллов из 10. И, наконец, мое сегодняшнее увлечение, и я знаю, оно будет вполне успешным, так как я всегда добиваюсь своей цели. Оно будет 10 из 10, я уверена. Это живопись. А теперь самое интересное. Как уделить время на увлечение не в ущерб семье? До карантина я отделяла 2 часа времени, когда дети находились в школе. Ну, конечно, не каждый день. Во время карантина мое время – время ночного детского сна. И на съемки, и на все остальное хватает вполне. Вот так, девочки, уделяйте себе внимание, не забывайте о себе. Нам жизнь дана один раз. Подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями.